В этом видео я вам расскажу о самом легком блокчейне в мире, который называется Mina Protocol. По замыслу весь блокчейн Mina будет иметь всего лишь размер около 22 килобайт. Таким образом, любой, у кого есть смартфон, сможет синхронизировать и проверить сеть прямо за секунду. И вот по сравнению с другими блокчейнами, которые весят 300 гигабайт и более, и которые постоянно растут, блокчейн Mina он куда легче. И таким образом, имея даже смартфон, можно синхронизировать и проверить сеть прямо за секунду. Mina – это протокол первого уровня, разработанный для реализации первоначальной цепи блокчейна, истинной децентрализации, масштабирования и безопасности. Вот в устаревших блокчейнах, такие как биткоин, эфир, когда присоединяется новый участник, он должен проверить каждую транзакцию с самого начала сети, чтобы убедиться в правильности. И в итоге это составляет сотни гигабайт данных и занимает очень много времени. Большинство людей не могут позволить себе вычислительную мощность, необходимую для самостоятельной проверки этих тяжелых цепей, и вынуждены доверять все более мощным посредникам. Это означает, что большинство людей больше не могут подключаться к одноранговым сетям, в результате чего страдает децентрализация, меняется динамика власти, и сеть становится более уязвимой для цензуры. И вот Mina предлагает решение замену блокчейна легко проверяемым криптографическим доказательством постоянного размера. Mina значительно сокращает объем данных, которые необходимо загрузить каждому пользователю. Вместо проверки всей цепочки с самого начала, участники полностью проверяют сеть и транзакции, используя рекурсивные доказательства с нулевым разглашением, или zk-SNARK. И затем узлы могут хранить только это доказательство, а не всю цепочку. И поскольку это постоянный размер, Mina остается доступной и может быть доступна без доверия с любого устройства, даже если она масштабируется до миллионов пользователей и накапливает данные о транзакциях за годы. zk-SNARK фиксируют состояние всей цепочки блоков в виде легкого снимка и рассылают их, а не саму цепочку. Это можно представить, как будто послать другу открытку со слоном, а не с огромным живым животным. Как-то так. Когда создается следующий блок в сети, он делает снимок самого себя со снимком предыдущего состояния цепочки блоков в качестве фона. Этот новый снимок, в свою очередь, будет использоваться в качестве фона для следующего блока и так далее. Довольно удивительно, что хоть он и может содержать доказательства бесконечного количества информации, снимок всегда остается такого же размера. Теперь вам расскажу о проектах и возможностях. Snaps – это приложение с поддержкой конфиденциальности. Mina может быть использована для разработки децентрализованных приложений, использующих zk-SNARK для обеспечения конфиденциальности. Можно сказать, что Mina – это легкая цепь и высокая скорость. В 22-килобайтной цепочке Mina приложения выполняются настолько быстро, насколько позволяет их пропускная способность, при этом открывая путь для беспрепятственного взаимодействия с конечными пользователями и массового внедрения. Также еще одна из возможностей – это программируемые деньги для всех. Одноранговая сеть Mina, она дает участникам возможность создавать токены и взаимодействовать с ними напрямую, без использования централизованного кошелька, обмена или посредников. Платежи могут производиться в собственном активе Mina, стейблкоине или программируемых токенах, созданных пользователями, что открывает целый мир возможностей. И вот присоединиться к сети можно в качестве производителей блоков, как производитель снаков и как делегаты. Производители блоков, они схожи с майнером или стейкером в других протоколах. Делая ставки Mina, они могут быть выбраны для создания блока и получения вознаграждения за блок в виде базы монет, комиссий за транзакции. Следующее – это производители снарков, они помогают сжигать данные в сети, создавая снарк доказательства транзакций. Затем они продают эти доказательства производителям блоков в обмен на часть вознаграждения за блок. И последнее, вы можете присоединиться к сети Mina как делегаты. Поскольку для стейкинга требуется, чтобы узлы были в сети, некоторые могут делегировать свои Mina пулом ставок. Эти группы, они запускают службу стейкинга в обмен на комиссию, которая автоматически вычисляется, когда делегат выбирается в качестве производителя блоков. И вот главная цель проекта Mina – создать динамическую децентрализованную сеть и открытую программируемую валюту, чтобы любой, у кого есть смартфон, мог участвовать, строить, обменивать и процветать. Это все, что я хотел сказать о данном проекте. Данный проект действительно достоин нашего внимания.